Здравствуйте, друзья! Давайте посмотрим, на что вам сейчас нужно обратить внимание. Совет от квантового оракула. У нас будет с вами 4 варианта. Так, первый, второй, третий и четвертый. Так, у нас будет с вами 4 варианта. Можете выбирать по цифрам 1, 2, 3, 4. Можете выбирать по камушку. Давайте посмотрим, о чем вам нужно знать прямо сейчас. Может быть, получите какой-то совет или подсказку. Неважно, когда вы нашли это видео на просторах YouTube. Если вам оно попалось, значит, информация здесь есть для вас. Так, что у нас тут? Если у вас сейчас очень мало контактов или вы изолировали себя от общения, то здесь нужно вступать в группы по интересам. Может быть, заняться живописью или научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. То есть нужно присоединиться к людям, которые разделят с вами ваши интересы. Может быть, это даже связано с работой. То есть показать какие-то свои творческие способности. Но для этого надо не бояться и искать группы или какие-то сообщества, которые поддержат ваши интересы. Ну, не знаю, кого-то эта информация, наверное, была нужна. Так, хорошо. Что у вас происходит сейчас? На что вам нужно обратить внимание и совет. Это для первого варианта. Второй вариант. Что происходит сейчас? На что обратить внимание и совет. Третий вариант. Что происходит сейчас? На что обратить внимание? Совет. И четвертый вариант. Что происходит сейчас? На что обратить внимание и совет. Я надеюсь, вы уже определились с вашим вариантом. В принципе, можете посмотреть все. Хорошо, мы начнем с первого варианта. Кто выбрал желтый камушек? Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание и совет. Сейчас у вас letting go, отпускать. Есть в вашей жизни какая-то личная привязанность, которая влияет на качество вашей жизни. Это может быть какой-то бесчестный человек или какие-то действия, которые вас сдерживают, и вы отчаянно пытаетесь достичь определенного желания. Вот это тройка энергии. Для того, чтобы энергия начала работать, ее надо отпустить. Если это привязанность к какому-то человеку или, может быть, какой-то трудной и ненужной вам работе, то здесь вам нужно постараться отказаться от этой привязанности и начать делать осознанный выбор, а не просто реагировать на происходящее. Вот сейчас для вас очень важно определить, что вам нужно для счастья, и постараться не зависеть от какого-то будущего события, поведения беглеца или от неудовлетворительных отношений, ненужной бесполезной работы. Постарайтесь отпустить вот эти нездоровые привязанности. Работайте, идите к своей цели, но не зацикливайтесь на этом. Мы понимаем, чтобы энергия исполнения желания начала работать, ее надо просто отпустить. Постарайтесь об этом как бы забыть. На что вам нужно обратить внимание?
Вот эти великие достижения, к которым вы стремитесь, могут быть какие-то некоторые трудности. Может быть, это связано с карьерой или, может быть, с какими-то личными занятиями, с отношениями. То есть здесь может быть задержка в получении того, что вы хотите. Или результат, к которому вы сейчас стремитесь, может быть, пока для вас недоступен. Вы, может быть, разочарованы, что какие-то очень большие усилия вы вкладываете, например, в проект, но вам кажется, что это ни к чему не приводит. Сейчас для вас важно, во-первых, отпустить достижение цели, отпустить эту энергию, а во-вторых, сделать шаг назад и взять перерыв. Взгляните по-новому на результат, который вы желаете, и на тот процесс, который вы предприняли, чтобы его достичь. Пересмотрите путь, по которому вы шли. Может быть, необходимо составить новые планы или попробовать новые методы. А может быть, даже вообще вам понадобится выбрать совершенно новое направление. Что вас ждет в ближайшее будущее? Она показывает, что вы завязли в каком-то вопросе, в какой-то ситуации. Вы не можете двигаться. Но посмотрите вот на эту радугу и шары, которые находятся позади человека. Все это указывает на силу вашего собственного духа. И сообщение здесь о том, что, может быть, это жизненный урок вашей души. И для вас пришло время узнать, что у вас есть возможность разрешить эту, казалось бы, неразрешимую ситуацию. Остановитесь и выясните, какие шаги вам необходимо предпринять. Скорее всего, у вас есть варианты, и вы очень находчивы и достаточно способны их использовать. Потому что только у вас есть возможность выбрать направление вашей жизни. И независимо от того, с чем вы тут имеете дело, вы можете прорваться. Все-таки я вам хочу посмотреть дополнительный совет, при помощи чего или кого вы можете это сделать. И здесь у вас ложится открытие. Здесь вам советуют, чтобы найти свой самородок или добиться своей цели, вам нужно применять новые идеи, вам нужно впустить в вашу жизнь новую энергию. Все это поможет вам достичь цели, над которой вы работаете. Но для этого, может быть, потребуется очень много кропотливой работы. Но так как карта прямая, она говорит, что какой-то положительный результат уже рядом. Поэтому держите ваши глаза, разум открытыми, потому что вы можете наткнуться на неожиданное открытие или идею, которая принесет вам очень большую ценность в вашей жизни. И вот множество вариантов могут привести вас к захватывающим направлениям. Вы можете познакомиться с кем-то, кто найдет отклик в вашем сердце. На вашем пути может появиться предложение о работе. Или, например, вы можете наткнуться на книгу, видео или духовную практику, которые помогут вам в вашей повседневной жизни и работе. У вас сейчас наступает очень благоприятное время. Новые идеи, информация, какие-то новые захватывающие связи. Все это вибрирует вокруг вас. Поэтому будьте очень внимательны. Вот такой у нас получился первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. А у нас второй вариант для тех, кто выбрал зеленый камушек. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. На что вам нужно обратить внимание и совет. Так, ну сейчас у вас партнерский союз. То есть или уже он существует, или он вот-вот у вас на пороге. Эта карта может предвещать новые отношения или улучшение связи уже в настоящем. Если вы в поиске любви, то вас ждет
партнерство, которое, скорее всего, будет романтичным, принесет вам нежные чувства. Но это может быть и глубокое обязательство в настоящем романе. Но еще карта может указывать на партнерство в работе, в бизнесе, которым вы занимаетесь. Также это может быть какое-то юридическое соглашение, но какую бы форму ни принимала эта энергия, в вашей жизни будет расширяться чудесный резонанс поддержки и заботы. На что нужно обратить внимание? Инкриз – это увеличение, рост, но карта перевернулась, и она показывает, что вот эти кристаллы, они как бы падают вниз. А карта может показывать на уменьшение. Вас здесь предупреждают проявить осторожность, заняться сбором внутренних и внешних ресурсов для подготовки к каким-то возможным ограничениям в будущем. Но эти ограничения могут быть добровольными. Может быть, вам придется отказаться от большого отпуска, от какой-то, может быть, покупки, чтобы начать копить деньги, например, на обучение детей. Или, может быть, кто-то будет копить деньги, например, на свадьбу. Или вы можете использовать свое свободное время для того, чтобы получить какие-то знания, которые продвинут вашу карьеру. Или, может быть, кто-то займется духовным ростом. Но также ограничения могут быть продиктованы внешними обстоятельствами. Но в любом случае вы сможете сознательно и четко на это отреагировать. Также, если вы ищете конкретную цель, возможно, сейчас вам нужно рассмотреть и другие варианты или расширить свой поиск. Поэтому ваша правильная реакция удержит вас на дороге, на которой вы сейчас находитесь. Вот что ждет вас в ближайшее будущее? Вот эта перевернутая карта обещает вам хорошие времена для повышения ценности и большей привлекательности в вашей жизни. Да, может быть, вы недавно прошли или пройдете сейчас через период небольшой нужды, ограничений, но это время скоро закончится, тем более, если вы правильно среагируете на эту информацию. А деньги, любовь, успех – все в вашей жизни будет расти. Вот эта карта показывает сознание видеть и чувствовать ценность самой жизни. И ваша жизнь будет наполнена счастливыми возможностями, поэтому позвольте себе их принять и ожидайте еще большего. Вот такой у нас был второй вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Третий вариант для тех, кто выбрал черный камушек. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас, на что вам обратить внимание и совет. Да, происходит у вас трансформация, карта перевернутая. Это большие перемены в вашей жизни, но еще в вашем сознании. Вам нужно сейчас взглянуть на вашу жизнь, чтобы понять, что вам нужно изменить, что вам следует трансформировать внутри. Например, вы можете застревать в постоянном поведении потворства своим желаниям или проявлением бездеятельности, или беспокойства, или, может быть, чрезмерного анализа. Если это так, то сейчас для вас пришло время отказаться от привычек прошлого и сделать изменения, которые жаждет ваша душа. Постарайтесь реализовать ваше намерение, преобразовать негативную энергию, с которой вы так долго жили, в благостную энергию. Учитесь любить, учитесь ободрять себя, говорите свою правду. Выбирайте доверие, а не страх и сомнения. Да, это может для вас сейчас показаться сложной задачей, но для вас пришло время заняться тем, что вас сдерживает. Будущее может быть загадкой, но если вы справитесь со страхом перемен, то вас ждет значительный переход на более высокий уровень. Ваши внутренние изменения могут принести феноменальные результаты в ближайшем и отдаленном будущем. Поэтому выбирайте оптимизм,
доверие и любовь к себе. Когда вы сделаете эти изменения, вы увидите, как преобразуется ваша и внешняя жизнь. На что нужно обратить внимание? Здесь, да, темные мысли лабиринта. Но карта уже перевернулась, и она показывает восход солнца. Карта открывает время возрастающего света и ясности для вас. Да, может быть, в последнее время вы переживали некоторые темные времена, может быть, вы потерялись в лабиринте проблем, но все это подходит к концу. Вы пережили какой-то процесс, сейчас переживаете, да, серьезный процесс трансформации. Может быть, вы понимаете ценность в вас. Может быть, вы справились со своими негативными мыслями, с беспокойным мышлением. То есть вы сейчас проживаете трансформацию. Это нелегкий путь. Но карта говорит, что сейчас для вас наступают более счастливые времена. Ваша жизненная энергия поднимается, приносит больше радости и более позитивный результат. И совет у вас – это настоящая любовь. Ну, во-первых, карта может сигнализировать о появлении нового поклонника в вашей жизни. Это может быть в виде романтической любви, или, может быть, это новый начальник или коллега, которые будут уважать и ценить вас. Но также эта карта посылает вам важное сообщение о вас, потому что мир – это отражение того, как вы смотрите на себя и заботитесь о себе. Чем выше ваше отношение к себе, тем выше ваша способность проявлять свои самые глубокие желания. Возможно, у вас были проблемы в оценке и признании себя в прошлом, но сейчас вы готовы это сделать. Поэтому откройте ваше сердце безграничной ценности, которой являетесь вы сами. Все энергетические улучшения, обновления начинаются с этого выбора. Вот такой был третий вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. И у нас четвертый вариант для тех, кто выбрал красную яшму. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас, на что вам нужно обратить внимание и совет. Ну, что у вас происходит сейчас? Да, у нас оптимизм перевернулся. Здесь может указываться на ситуацию, когда планы могут зайти в тупик или ожидаемые результаты могут вам не понравиться. И хотя вот в это ваше разочарование может быть очень сильно, не позволяйте пессимизму поглотить вас. Вот что бы ни случилось у вас в это время, постарайтесь сохранить оптимизм. По мере того, как вы будете менять свой негативный взгляд, вы будете менять то, что посылает вам Вселенная. Потому что вот эта прекрасная долина изобилия, она вас ждет. Но вам нужно поменять ваш настрой. На что вам нужно обратить внимание, что какое-то празднование откладывается или вообще отменяется. Да, это может вас разочаровать, но помните, даже если событие не произойдет, как планировалось, этот этап обязательно пройдет. Также вы можете оглянуться на свою жизнь и понять, что вы делали не так в прошлом. Постарайтесь учесть прошлые промахи, ошибки. Для вас пришло время начать учитывать шаги, которые вы должны предпринять, чтобы реализовать это жизнеизменяющее решение. Да, вы можете почувствовать себя не совсем готовыми, но это время внутреннего успеха. Каждый день может стать новым этапом в вашей жизни. Что вас ждет в ближайшее будущее? Это духовная карта. Это семья, друзья и духовные наставники. Она у вас прямая. Она указывает на присутствие духовного друга или члена семьи, или, может быть, кого-то, кого вы знаете на профессиональном уровне. Или познакомитесь.
Не ограничивайте себя в знаниях, которые эти сущности могут принести. В духовном мире они могут получить доступ к любой информации, которую содержат хроники Акаши. Вся мудрость, в которой вы нуждаетесь, может быть для вас доступна через ваше высшее Я, либо через этих духовно любящих существ, которые находятся вокруг вас. Эта карта может говорить, что в вашей жизни произойдет что-то, и вам нужно использовать совет вашей души. Возможно, хороший врач помогает вам исцелиться, или же, может быть, духовный друг может дать вам рекомендации по вопросу отношений. Спросите нужную вам информацию и будьте готовы к ее получению множеством самых неожиданных способов. Вот такой у нас был 4-й вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.